Здравствуйте, дорогие подписчики. Вот снова мы возвращаемся к записи видео. Сегодня будет видео немножко в другом формате. Это будет тоже обзор банкноты, но с небольшим таким историческим экскурсом, потому что все-таки эта банкнота достойна, чтобы о ней было сказано больше, чем просто хорошая, красивая банкнота. Итак, не будем тратить время, давайте перейдем к обзору. Я, как и все коллекционеры, стремлюсь, конечно же, пополнять коллекцию и вообще заниматься в своем хобби банкнотном все более интересными и дорогими банкнотами. Вот один из представителей, скажем так, раритетных банкнот, недооцененных банкнот однозначно. Это форинты 1848-1849 год. И на самом деле точно неизвестно, в каком году они были выпущены. И если вы досмотрите до конца видео, поймете почему. Во-первых, красота этой банкноты. Это, конечно, особенно обратите внимание на сохранность. Банкнота изготовлена из очень-очень тонкой бумаги. И я вам скажу честно, нет никаких защитных знаков. Подделать ее, я думаю, что относительно несложно. Поэтому покупать такие вещи нужно только у проверенных. Покупать такие вещи нужно только у проверенных поставщиков, кому вы доверяете. И потому что я сейчас попытаюсь вам показать. Вот видите, из какой бумаги она изготовлена. То есть, ну, очень, скажем, простая, тонкая. Для сравнения, если я не помню, я делал обзор на французские лиры времен Наполеона, французской революции, то, по крайней мере, на тех лирах было два оттиска, два штемпеля, именно не печати, а штемпели, которые пробивали бумагу. Здесь, к сожалению, этого нет. На самом деле эти банкноты, они выпущены в виде неразрезного листа. Я видел листы по 5 штук с каждой стороны, то есть такой лист 10 банкнот. Я не знаю, по-моему, что наполеоновские деньги тоже были выпущены как неразрезные листы. Ну, в общем, не суть. На данный момент эта банкнота недооценена, то есть ее цена там в пределах 10-20 евро или 10-20 фунтов стерлингов, смотря где покупать. Я считаю, что это вообще не ее цена, даже приблизительно. Вот, то есть, и честно говоря, вот я думал, делать обзор на нее или не делать. Я обратил внимание, что после того, как я сделал обзоры там на некоторые, по-моему, Ирландию, еще чего-то, я не скажу, что было там у меня миллионы просмотров, там что-то до 500 просмотров, но суть такова, что теперь вот буквально вчера опять закончился очередной аукцион, и я не могу 2 фунта Ирландии мне нужно, если я не ошибаюсь, 2 или 1 фунт, но я сейчас не вспомню так резко, там изображена то ли монашка, то ли медсестра. Я их уже я не могу, все, в 10 долларов, за 10 долларов не могу выкупить. 5 или 6 раз я уже пробовал, 5 или 6 банкнот. Если раньше я без проблем их брал по 5, по 8 долларов, сейчас все аукционы заканчиваются ближе к 20. И это состояние практически убитое. Ну, я, конечно, не берусь прям на себя тянуть одеяло, бить в грудь и кричать, что благодаря мне выросла цена. Это, естественно, неправда. Но, по крайней мере, вот вам такой, знаете, шутейный пример того, что, ну, по крайней мере, в банкнотах, в этом своем хобби я не часто ошибаюсь. И все то, что я на данный момент поклал в коллекцию банкноты и которые инвестировал, они, собственно, все приносят свои плоды, и они уже подорожали во много раз.
Несколько слов об этой банкноте. Давайте немножко вернемся в историю. Вот, если хотите... Хотя нет, я не буду открывать страницу Википедии. Я думаю, это не очень интересно. Вам все-таки интереснее лицезреть банкноту, чем мой рассказ. Но, тем не менее, поехали. Итак, вы удивитесь, но эти деньги, эти форинты выпущены в Соединенных Штатах Америки. И выпущены они в Филадельфии. Обратите внимание, я сейчас попытаюсь приблизить, вам показать. Видите? Вот. Фила, видите? Cage Lerner and Company. Фила. Фила — это Филадельфия сокращенно. Итак, эти форинты выпущены в Филадельфии. Информации очень мало, поэтому то, что я смог собрать, я вам это рассказываю. А если вы больше в теме, то я буду не просто не обижусь, а я буду признателен, если вы в комментариях напишите, в какой момент я где ошибся. Деньги эти были выпущены в период революции в Венгрии, Венгерской революции 1848-1849 года. Предводителем революции был Лаеш Кашут. Для информации, портрет Лаеш Кашута еще есть на 100 форинтах. Такие бежевые 100 форинтов. У меня есть обзор, посмотрите. Я, может, сейчас вставлю ссылочку на это видео про 100 форинтов. Почему получилось именно так, что эти деньги выпущены в Америке? Потому что революция венгерская, если меня смотрят венгры, я освежу вам память, была подавлена совместными армиями Австрии. На тот момент Австрия преобладала в Австро-Венгерской империи, но она была как доминантом. Потом, сейчас я посмотрю, хорватами. Хорваты тоже входили в Австро-Венгрию, и у них тоже, я так понял из истории, Венгрия и хорваты не договорились против Австрии, чтобы освободиться. И хорватское ополчение под начальством Бана Елачича, вот, оно примкнуло к Австрии, а также к австрийской армии примкнула армия Российской империи. И вот эти три армии, назовем их так, или две армии Австрийской империи, Российской империи и хорватские ополченцы, они разгромили армию вот этого Лаеша Кашуты. И он вынужден был бежать, куда бы вы подумали, никогда не угадаете, в Турцию, в Османскую империю. Потому что все-таки оставалось влияние Османской империи на всю эту территорию и на то, что Венгрия была, в общем-то, долгое время под, назовем это, османским игом, пусть это так будет, не суть важно. Вот. И после того российский император потребовал выдачу этого Лаеша Кашуты. Значит, сейчас я вам прочитаю, как это написано. Значит, смотрите, на то время в Венгрии было установлено австрийско-русское правительство. Не знаю чего. Вот. И это правительство, или австрийское и русское, может, в раздельности, но не суть. Написано русское, но это неправильно, российское. Те, кто смотрят субтитры сейчас на иностранном языке, это имеет значение, потому что слово «русское» появилось в 40-х годах. Здесь речь идет об Российской империи. Это абсолютно другое государство и абсолютно другое значение. Так вот, австрийское и правительство Российской империи требовали выдачи Лаеша Кашуты.
А султан ответил, что религия запрещает выдавать гостей. И через некоторое время Лаеш Кашута переехал в США. Вот как интересно. И он получил финансовую помощь из США. И здесь вот вся эта информация дальше обрывается. Ничего невозможно найти. Я пробовал, я искал на английском языке информацию. И пробовал через переводчики на венгерском. Ничего нет. И я чисто логически, опять же, я могу ошибаться. Я соединил это так, что финансовая помощь США как раз и выражалась в том, что Лаеш Кашут, создав правительство в изгнании, которое находилось, это правительство в изгнании фактически находилось в Италии, потому что он позже попросил, как сказать, стать под крыло Наполеона III. Наполеон III, естественно, такой был, скажем, боязливый парень, в отличие от Наполеона II, который, который разгромил в одном из походов российскую армию, по-моему, Александра I, если я не ошибаюсь. И Александр I, он же, когда узнал, что Наполеон сейчас должен за ним прийти, он же под деревом описался, обоссался. Это известный факт. Сразу, значит, предвещая истерики и подгорание, скажу, что прочел я это в монографии известного российского историка Панасенкова. Есть, у него есть монография об российско-французской войне вот этого периода. Почитайте именно исторические монографии со ссылками на источники, и это все правда. И вот здесь как бы, простите, но ваше мнение мне уже не интересно, уважаемые подписчики, потому что я видел копии и читал первоисточники. Ситуация там была достаточно интересная. Ну вот, скажем так, пока это не суть, но был такой факт. Так вот, Наполеон III, он отказался помочь Лаеше Кашуте, и тот вынужден был жить и в Гибралтаре, и в Турине. Так вот, о деньгах. Я пришел к выводу, что эти форинты, почему точно не ясно, когда и что они изготовлены, потому что они были изготовлены то ли до 849 года в виде ассигнований, то есть американское правительство обеспечивало эти форинты своим долларом и позволяло Лаешу Кашуте, вот за его подписью, как вы видите на банкноте, это же его подпись, за своей подписью выписывать, как бы, вот ставился год, здесь год ставился, еще какая-то информация, вот 2 строчки, то есть вписывалась, и рассчитываться этими форинтами. И они принимались на территории Венгрии, и я так понимаю, что они могли быть там теоретически обменены то ли на доллары США, то ли ходили равнозначно как долларам США. Есть еще другие номиналы, в других видео я сделаю обзор на другие номиналы. У меня есть еще один номинал. Ну, конечно, оно будет покороче, это видео. Это уже такое длинное получится, историческое. А последующие я вот буду, наверное, в таком делать ракурсе. Какой-то один номинал мы будем обозревать исторически длинно, а потом проще. Вот. И поэтому вот эти деньги, они имели вот такой короткий период, 2 года. И неизвестно точно, когда они выпущены. И есть только 1800 год. А уже 48 или 49, собственно, Лаеш и его сторонники должны были, собственно, выписывать. Вот такая интересная история, надеюсь. Вам тоже она интересна. Давайте перейдем на сайт Нумиста и посмотрим
собственно, информацию конкретно по банкноте. Сайт Нумиста, как вы видите, нам четко указывает, это 1 форинт в Филадельфии. Страна Венгрия. Выпущено эти деньги были Министерством финансов, Government in Exile, то есть правительство вовне, в изгнании, находилось в Филадельфии, США. Период война за независимость 1848-49 год. Стандартная банкнота в обращении она была. И вот видите, еще год 1852. То есть она фактически выпущена была в этот период, но в обращении она была до 1952 года. Ее value, ее значение 1 гульден или 1 форинт. Объясняю, на тот момент в Австрии в обращении были деньги, назывались гульдены. Поскольку мы говорим о территории Австро-Венгрии, естественно, там, как вам сказать, какие бы деньги ни ходили на этой территории, как бы они ни назывались, они всегда возводились к единому знаменателю, правильно, чтобы экономика должна быть как-то работать. Соответственно, даже если назывались деньги, которые как бы привязаны к Венгрии, они назывались форинты, но они по факту были гульдены, потому что они на территории Австро-Венгрии. И совершенно верно здесь написано 1 гульден форин. Валюта Австро-Венгрии флорин вообще. Вообще уходим в никуда. Ну, композиция, какой размер и все остальное, каталожные номера, вся остальная история. Но вы видели уже саму банкноту. Вот отличительная, значит, ее особенность, то, что я говорил, это обратная сторона пустая. То есть ничего там нет, ничего не написано. И, в общем, вот такая история. Вот то, что говорит, вот мы можем сделать add to my collection, кстати, то, что я вам рекомендовал, и здесь будете собирать. Вот я выбираю, что у меня UNC, одна банкнота, буду менять, нет, не буду, фотографию не надо, все. Сохраняем, да? Сохранили, нет? Save and add again. Вот. Сохранили. Вот. А теперь смотрим. 1852 год. Ну, но Миста указывает, что, в общем, 52 год. Ну, пусть будет 52 год. Я знаю, что вот была, считается, революция была подавлена в 1849 году. Где-то год, в течение года он был в Турции, Лаяш, и вот в течение этого года США выдала ему финансовую помощь. Поэтому, ну окей, 49 и 52, пусть будет так. В общем, что говорит Нумиста? Нумиста говорит, что UNC-шку $20, я вам это озвучил в самом начале, но я вам говорю честно, недооценена. Кстати, для информации, вот видите, австрийский гульден, он же форин, 1888 год. То, что я говорил, что ходили гульдены, пусть они даже были форинтами, пусть они были чем угодно. 5 форинтов гульден. Так. Индекс раритетности 57. Ну, пусть будет 57. Я думаю, что индекс раритетности улетит, потому что я разговаривал с поставщиком, я попросил его по 10 банкнот каждого номинала. На данный момент есть единичка, двойка и пятерка. На что он мне сказал, это я вот вам открыл, что сейчас на аукционе КАЦ, цены. На что он мне сказал, во-первых, у меня нет чистой UNC-шки. И, во-вторых, извините, я буду выставлять по одной банкноте. И как на аукцион, что аукцион скажет, так и будет. Ну, аукцион. Аукцион уже говорит намного дороже, к сожалению, как вы видите. Ни о каких $20 речь не может идти. То есть, если качественная UNC, обратите внимание, вот даже банкноту, которая выставлена на Нумиста. Обратите внимание, вот видите, как она плохо подрезана. Она конкретно была где-то кому-то выдана. Пусть она без даты, не имеет значения. Подпись Лаяша есть, этого достаточно. То есть,
Либо второй вариант, отрезали, может быть коллекционеры, может быть в качестве бартера, ну то есть уже как бы эти форинты, они не ходили, скажем так, как деньги, но вот если хочешь, у меня есть раритетная банкнота, я тебе одну отрежу. Ну, это я так утрирую, да. Ну, вот косо отрезали, вот он ее сложил, видите, переполовинил. Ну, то есть, ну, это уже, конечно, не UNC, но, тем не менее, даже это, ну, их даже нет в продаже. Это VF. С большим перегибом это вот где-то VF, но ее нет в продаже. Вот. Так вот, вернемся к поставщику. Человек мне отказался продавать по 10 штук каждого номинала. Тупо отказался. Он говорит, а я не знаю цены. Я буду ставить на аукцион по одной штучке. Хотите участвовать? Я говорю, ну аукцион это не объективно. Значит, вон, я смотрю, говорю, на единичку уже 16 паундов набили. Но это не серьезно. Он говорит, ну, аукцион более чем серьезный, более чем объективно. Всего доброго. И послал меня далеко. Вот то, что я вам говорил. Раз, два, три, четыре. По 4 банкноты с каждой стороны. Вот 8 банкнот, 56 долларов. Это получается меньше 10 долларов банкнота. Это очень-очень хорошая цена. Но дело в том, что плюс Buyers Premium, lot includes several items. Ну, я думаю, что... Давайте нажмем, посмотрим, пустят нас посмотреть. Я боюсь, что здесь еще какие-то накрутки могут быть. И того ты не получишь за 52 то, что именно ты хотел. 4. Это с обеих сторон сфотографии. Ага, 4 банкноты. Это 4 банкноты. На секундочку. И притом в не самом лучшем состоянии. То есть, если их придется подрезать, если есть хороший резак, чтобы это убирать. Но лучше не убирать, если уже оставлять их 4. Но 4 по 52, ну вот, пожалуйста. Это уже больше 10 евро. В общем, суть такая. Возвращаемся к нашей банкнотке. Дорогие друзья, в общем, сегодня у нас на обзоре был один форинт. Видео получилось, я думаю, очень длинное. Я думаю, что оно вам понравилось. Для тех, кто все-таки дождался окончания этого видеоролика, небольшой такой будет вам инвестиционный, ненужный инвестиционный совет. Мое мнение, что эти форинты будут хорошим капиталовложением и они будут дорожать. Если вы внимательно слушали мое видео о том, что я говорил, что я пытался договориться о покупке 10 экземпляров. Вот, и если у вас получится приобрести, если у вас есть свободные средства, я думаю, вы не прогадаете. 10 не нужно, это ни к чему. Если вы начинающий коллекционер, возьмите хотя бы 2. Одна, чтобы у вас осталась в коллекции, а вторую, чтобы вы спокойно могли, когда будет подходящая цена, либо у вас будет необходимость, вы смогли ее продать. Я уверен, что у вас ее купят не с большим дисконтом и очень быстро. У меня есть уверенность в том, что это будет ликвидный товар. Спасибо огромное тем, кто дождался. Я вас очень люблю. Я буду стараться выпускать ролики часто. Честно, просто нет времени и долго приходится готовиться. Всем пока.